Появилась новая задача эту землю перевести на новую грядку. Правда, это не земля, а какая-то смесь древесная, непонятная. Вот. А я в шапке не потому, что у нас заморозки, хотя у нас заморозки, а потому что просто я голову помыл. И не хочется замерзнуть. Мне нравится разговаривать с хозяином, с Лукашем, потому что он испанский предпочитает. Ну и мне тоже испанский нравится. И вот сегодня утром я у него спрашиваю: ты говорил, что надо траву покосить? А он говорит: есть другая работа, и показал вот эту кучу. А потом так спрашивает: ты точно хочешь поработать? Не, ну классное волонтерство, согласитесь. Мы уже третью неделю живем у нашего ворковей-хоста в горах на юге Польши. Давайте я расскажу вам, как мы его нашли. Есть такой сайт Workaway Info. На нем люди могут пригласить к себе в гости волонтеров, обычно предоставляя им жилье бесплатно и еду. В разделе Find a Host – поиск хоста вы можете задать страну или город и посмотреть, кто приглашает к себе. Например, в Польше 184 хоста, в Испании более 500. Обычно хосты хотят от вас какую-нибудь помощь. Посидеть с ребенком, научить его иностранному языку или помочь на ферме, на каком-нибудь строительстве. Вы можете зайти на страничку хоста, посмотреть описание, посмотреть фотографии, узнать, что нужно от вас хосту, что он вам предлагает. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то сможете добавлять этих хостов в список избранных хостов для легкого доступа затем к ним. После регистрации вы можете добавить в свой профиль фотографии, написать о себе. Когда вы решите, что готовы ехать, нужно заплатить 59 евро на год за пользование сайтом. Только в этом случае вам будет доступна переписка с хостами. Также вы сможете увидеть, где хосты расположены на карте.
О, спасибо. Снято. Блин, такие проблемы с поиском хоста в Испании. Или не отвечают, или не соглашаются врать. А главное, почти не отвечают. Я сейчас посчитал, я написал 11 людям. Из них только 2 хоть как-то ответило. Сперва женщина сразу отказалась, сказала, что ей помощники не нужны. А потом через какое-то время мужчина ответил. Сказал, что блин, как жаль. Я только сегодня закрыл регистрацию волонтеров на ноябрь. Ну давай вот я посоветуюсь с женой на позже, когда тебя мы сможем взять. Давай типа оставаться на связи. Говорю, да, не проблема, давай на позже. И все, он это сообщение уже не прочитал и не пишет. Вот, так что мы без хоста, выезжать уже завтра. Значит, автостоп, палатка. Можно еще каучсерфинг попробовать. Я, кстати, ни разу не пробовал. Но в Польше было как-то намного проще. Сперва мне ответили, что не могут взять, уже занято место. А хозяйка, у которой мы живем, мне ответила в течение часа после того, как я написал. Yes, я получил положительный ответ. От хоста в Испании. Причем я ей давно писал. Но вот она ответила. Все, есть куда ехать в Испанию. Ура! Можно расслабиться. И место вроде там хорошее. Возле нацпарка. И недалеко от Барселоны. И как раз нам по дороге, когда мы будем из Франции ехать, как раз перед Барселоной находится это место. Прикольно, прикольно. Сейчас буду узнавать подробности. Сегодня буду постепенно собирать рюкзаки и вам покажу, что мы с собой везем. У нас 2 рюкзака по 28 литров. Уже и не единожды ходили с ними в поход. Очень легкие и компактные. Уже упакованы карематы. И для одного из рюкзаков еще дополнительная емкость самодельная. И в эту емкость я сейчас хочу упаковать мои беговые кроссовки. Внутрь кроссовок вся моя беговая одежда. Аптечка, 1 туфля танцевальная, внутри уже шорты танцевальные и летняя одежда типа плавки, кепки. Вот посмотрим, поместится или нет. Не без труда, но получилось все запихнуть. Ну, этот пакет не будет распаковываться до самой Испании. Отлично. Теперь рюкзак Антона. Мы туда засунем его спальный мешок, газовый баллон, горелка, мою вторую танцевальную туфлю, всю нашу одежду, которую мы на себя не одеваем, всякие футболки, трусы, носки, непромокаемая куртка и штаны, теплые рукавицы, шапка,
пауэрбанк его, тапочки домашние, шампунь, средство для бритья и косметичка. И витамины его. Ну, может быть, еще что-то по мелочи, боковые какие-то карманы, но это уже не особо важно. Так рано темнеет сейчас. Рюкзак Антона собран. Еще у него будут 2 бутылки с водой. В свой рюкзак я положу мой спальник, палатку, котелок. Здесь уже внутри рис, финики, спички, соль и чай. Также ноутбук, внешний жесткий диск, кабель, мышка, пауэрбанк, зарядное устройство, документы, аксессуары для видеосъемки, шапка, рукавицы теплые, непромокаемые штаны. Еще хотел показать, у меня прикольная штука есть, самодельная также на поясе от рюкзака. Такая вот для футляра для очков. Когда идешь по городу, не нужно снимать рюкзак, чтобы достать оттуда футляр для очков. Очень удобно. Подведем итоги по деньгам. Мы прожили ровно 3 недели у нашего воркового хоста в Польше. За это время на продукты мы потратили 0. И единственное, на что мы потратили деньги, это я пополнил свой телефон на 4 месяца вперед. Завтра мы выезжаем в Испанию. Опять автостоп, палатки, ваши лайки и подписки. А пока что вот вам ссылка на плейлист, где собраны все видео из нашего путешествия. До следующего видео.